Сегодня в выпуске. Что будет, если Девон Лорат выиграет у Ливана Сагинашвили? Я думаю, все-таки Сагинашвили выиграет. Там просто Сагинашвили такой мощный. Блин, лишь бы Лорат его не выиграл. Топ-3 упражнений на крюк и верх от чемпиона турнира АМС Алана Залоева. На первом месте стоят упражнения на блоках. Итальянский жеребец Эрмес Гаспарини против Дениса Цыпленкова. Даже сейчас, после Лората, он все-таки начинает бороться, как и раньше боролся. Вторым номером начинает. А такие армрестлеры, кто вторым номером борется, для Гаспарини прям такие... Подарок, да. И почему Алану Залоеву не нужно включать в свою тренировку жим от груди? Мой максимум был 110 килограмм на 2 раза я сделал. Вот это мой максимум был. Вот здесь все тренажеры, то, что видите, это сам сваркой, все это он сам делал. Отец. Заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта. Сам выступал много лет. Майрбек Золоев Застимурович. Спонсор выпуска – компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Я думаю, все-таки Сагинашвили выиграет. Там просто Сагинашвили такой мощный. Блин, лишь бы Лорат его не выиграл. Не, я думаю, мое мнение, Сагинашвили выиграет Лората. Это прям монстр. Просто он монстр, реально. Я не знаю, что Лорат будет делать. Тоже зависит, как у Макарова. Если Сагинашвили забьется, то, все, он попал как бы. Если в первом поединке Лорат, как его Лорат только зацепит, все, я думаю, Лорат выиграет. Все об этом говорят, да. Да, если Лорат его зацепит, он его выиграет. Если нет, то там в одну калитку будет все. Я думаю, первый раунд я могу точный ответ отдать на этот арфайт на самом деле. Как там все будет. Какой рекорд был в жиме лежа? Вот жим лежа у нас тоже любимый вопрос, такой сказать, традиционный на канале. Жим лежа и армрестлинг. Нужен ли жим? Кстати, я заметил то, что выкладывают постоянно жим лежа. Да, все спортсмены, даже армрестлеры сейчас выкладывают. Тот же самый Баркинхоев выкладывает жим лежа, там Сагинашвили, и так далее. Мой максимум был 110 килограмм на 2 раза я сделал. Вот это мой максимум был. И то я его еле-еле сделал тогда. Больше не смог. Я же говорю, я жим лежа как бы... Судить вам, кому-то помогает он, жим лежа в армрестлинге. Видите, я его не делаю, мне он, значит, не нужен. Да, я нормально выступаю без него. Понятно. То есть, а боковой нажим, я так понимаю, все это на блоках? На блоках я вам отвечу то, что в армрестлинге тренировка на блоках одно из самых на первом месте стоят упражнения на блоках. Потому что это имитация борьбы с противником. Боковой нажим, работа в крюк на блоке, да, там верхний блок, средний и так далее. Я скажу, что это основа работа на блоках в армрестлинге. А какой тогда... это лично мое мнение, может у других. Да, лично мое мнение такое. Какой тогда твой топ упражнений, скажем, там, топ-3 на крюк, топ-3 наверх, раз уж мы заговорили. Топ-3 на крюк, топ-3 наверх. Топ-3 на крюк. Первое, средний блок
Это, ну, на уровне твоего рычага отягощения. Не на тонкой ручке, на такой средней. Я просто по миллиметрам не знаю, она, ну, такая 50 побольше. миллиметров где-то было, наверное. сейчас. Побольше такая. Верхний блок. И у нас есть между верхним и средним такое расстояние, серединка, да, тоже тренажер. Вот там на конусной ручке именно. Вот. Тоже люблю Вот это, конусную. да, вот это топ-3 на крюк. Наверх, что насчет верха? Обычный пронатор с лямкой на столбике. Ну, пронатор прям такой в полнейшую амплитуду, то есть прям там Ну есть да, у меня прям проигрыш, все в полнейшую амплитуду, да. Короткие амплитуды я как-то пока что не пробую их делать даже. не пришел, И, наверное, как Ларат еще. да, и у нас Лет через есть 30 минут. тренажер, я вам сейчас покажу его, он мне очень нравится на пронатор. У нас он называется гусаловский тренажер. Это что, это типа вот крутить вот это вот? Да, Ага, да. я понял. Да, Вот. классная вещь. Ну, редко где, Да. конечно, она есть. Это вот отец. Вот здесь все тренажеры, то, что видите, это, ну, сам сваркой, все это он сам делал. Отец. Да, этот мы зал видели, конечно, в видео. Да, и вот Мы это только не видели. третье упражнение. Вот мои топ-3 на вверх и в крюк, то, что упражнение. Друзья, при занятиях спортом, в частности армрестлингом и пауэрлифтингом, организм остро нуждается в дополнительном поступлении витаминов и минералов для лучшего восстановления и преодоления плато. Так какие же витамины выбрать? Мы советуем вам витаминный комплекс для брутальных мужчин Супермен от Matrix Labs. Супермен от Matrix Labs – это 22 витамина и минерала в одной капсуле. Мужские дозировки, например, витамина D3 2000 единиц, как в отдельной добавке. С помощью данного комплекса вы сможете увеличить выработку собственного тестостерона, что в разы увеличит ваши силовые и скоростные качества. В комплексе используются только активные формы витаминов для лучшего усвоения и эффекта. Одной банки хватит на 3 месяца, есть сертификаты и документы, подтверждающие качество продукта. Более 2000 положительных отзывов и недорогая цена при высоком качестве. Переходите по ссылке в описании на Озон, заказывайте и прогрессируйте. Про Дениса Цыпленкова. Предстоящий их армфайт с Эрмесом Гаспарини. В июне, по-моему. Что ты думаешь по этому поводу? Вот смотри, я болею за Дениса Цыпленкова. Я прям очень, потому что человек он хороший, и спортсмен вот такой, ну я давно за него болею, но если он, сейчас сколько осталось месяцев, 2 месяца, если он не исправит подход к своим тренировкам, даже сейчас, после Ларата, он все-таки начинает бороться, как и раньше боролся, вторым номером начинает. А такие армрестлеры, кто вторым номером борется, для Гаспарини прям такие... Подарок, да. Потому что нет, у нас был спарринг, да, я понимаю, но все равно я не чувствовал вообще бокового дожима от Дениса. Только он держит, пока ты не устал, потом начинает. А бокового дожима нету. Ну, я понимаю, раньше у него был, когда он был прям в пике, да, у него бок очень мощный был, да. Но, наверное, вот эти травмы, все равно, знаешь, вот столько быть в топе, да, все равно как-то, возможно, у него, ну, мы это можем там обсуждать, да, а может, у него какие-то свои проблемы, которые не рассказывают. Да. Может, он не хочет. То, что мы видим, поэтому как бы... Как говорится, с дивана легко обсуждать, да. У него, да, но примерно, я думаю, если он вот эти моменты исправит, то он, я думаю, сможет его выиграть. А так сейчас, на данный момент, если у него будет форма, как была с этим, с Ларатом, я думаю, этот выиграет. Но я очень хочу, чтобы он выиграл, и чтобы он все-таки поборолся с этим, с Ливаном. Денис. Да. Но было бы интересно, хорошо, знаешь, вот если такая картина была бы. Ливан проиграл Ларату, Денис, и чтобы они встретились. Да, это было бы интересно. Значит, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта, сам выступал много лет, Майрбек Золоев Дастимурович.
Я из тех, которые первые начинали в армспорте выступать. У меня очень много учеников. У меня 4 сына, они все выступают, значит, в армрестлинге, заслуженные мастера, уже многократные чемпионы мира, и все почти. И все ребята, которые здесь есть, я за ними, за всеми слежу. Инвалидов я еще повторю, что пока у нас 11 человек, значит 3 колясника. С инвалидами особая, значит, тренировка и внимательность, потому что им надо побольше помогать, им надо побольше уделять внимание. Я бы сказал, нелегко, но, как говорится, везде нелегко, и там, и там. Я всех инвалидов беру, да, всех, желающих всех. Секрета никакого нету. Надо тренироваться, надо, значит, идти к своей цели и уметь проигрывать и уметь выигрывать. Если честно сказать, если у меня была бы возможность, я делал бы турниры для инвалидов с хорошими призами. Они больше заслуживают эти призы, чем мы, потому что у них, жизнь чуть сложнее. Но Всевышний их так создал, это испытание. Поэтому я прям поддерживаю. И когда смотрю на них, мне прям приятно бывает. У меня, знакомый тоже выступает. Я общаюсь, с Ингушетией тоже. Но я смотрю, он от этого, он от этого кайфует, прям, ему приятно. Когда видишь, он уже видит цель. Ему хочется, что, если он будет дома сидеть и просто сидеть, и что? А сейчас у него есть цель, тренируется, пашет там туда-сюда, сейчас тренером устроился. Поэтому я думаю, что они намного больше заслуживают, чем другие спортсмены. Если, была бы моя воля, то я для них делал бы турниры с призовыми. А мы уже в начале мая проводим турнир армфайтов «Стальные руки» с участием спортсменов-инвалидов и очень надеемся на вашу помощь в проведении турнира. Давайте все вместе устроим ребятам праздник. Просим вас всех поучаствовать в этом добром деле. Все средства, которые вы перечислите, пойдут на оплату проезда, питания и призы победителям. Помочь нам можно, отправив любую сумму по номеру телефона, к которому привязана карта 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. А на этом все. Подписывайся на канал, ставь лайк, если понравился ролик, пиши свое мнение в комментариях, мы все читаем. И не забудь поделиться этим видео у себя в социальных сетях, это важно для нас и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Ну а текст читал Берсеркер 13, Курбанов Эрик. Подписывайся на мой канал, ссылка в описании.